Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам, как делал диораму ралли в 24 масштабе с автомобилем Ford Escort. Постройку начал с подставки. Для этого взял листы пеноплекса толщиной 2 сантиметра и для начала вырезал основную часть. Дальше в задней части подставки делаю небольшой пригорок, который будет служить фоном. Помимо клея ПВА, пеноплекс соединяю между собой с помощью деревянных палочек. Нарезав куски произвольной формы, делаю неровности рельефа. Края подставки тщательно обмазываю клеем и после приклеиваю на них бальсу толщиной 1,5 мм и хорошенько все это прижимаю, чтобы она была ровной. Гипсовую шпаклевку разбавляю водой и перемешиваю. Переливаю в большую емкость и туда добавляю жидкие обои. Воды добавляю не очень большое количество и все вымешиваю руками, чтобы получилась вот такая густая масса. Так как рельеф я сделал из пеноплекса, эту смесь просто наношу на поверхность равномерным слоем. Сборку автомобиля начал с салона, собрав его частично, и также не полностью собрал ходовую часть. Колеса имели очень большое смещение и, следовательно, овальную форму. Пришлось лезвием срезать лишнее, после с помощью шкурки закруглить все это. И в завершении выровнять шпаклевкой, чтобы колесо стало круглым. Модель собрал не полностью, чтобы было удобно красить, и некоторые детали с обратной стороны приклеил на литник. Кузов грунтую из баллона в светло-серый цвет. Для мелких деталей использовал кисточку и грунтовку белого цвета. Беру проволоку диаметром 1 мм и нарезаю ее на отрезки длиной 60 сантиметров. Эти отрезки складываю пополам и соединяю все вместе. Всего их около 10 штук. Далее закручиваю в нижней части, это будет ствол дерева. После разветвляю его на сначала крупные, а потом мелкие веточки. В итоге получается вот такое вот основание под дерево. Обмазываю каркас акриловой пастой, чтобы убрать структуру проволоки. Дальше беру сорняки и разделяю их на мелкие ветки. Эти веточки приклеиваю на каркас с помощью суперклея, таким образом, чтобы самая пышная часть смотрела вверх. Для большего количества деталей на дереве добавляю немного натуральных веток. С помощью дубовой коры и клея ПВА ствол дерева делаю шероховатым. Покрасил все из баллона в темно-коричневый цвет и нанес на дерево клей-спрей. После посыпаю присыпкой, сделанной из поролона и окрашенной акриловой краской. Вот такую присыпку в виде мелких листочков от фирмы Нох посыпаю в небольшом количестве поверх поролона. С помощью большой кисти наношу клей ПВА на выступающие части и посыпаю их такой же присыпкой, но только светлого оттенка. Таким же образом сделал немного кустов. И вот такие растения у меня в итоге получились. Для покраски детали автомобиля не использую чисто черный цвет, а разбавляю его небольшим количеством серого. Так модель будет смотреться гораздо натуральнее, и с помощью проливки можно будет сделать цвет не таким монотонным. Диски колес крашу в золотой цвет. Покрышки крашу в светло-серый и после наношу на них жидко разбавленную черную краску.
Приклеиваю декаль на приборную панель. Серым цветом методом сухой кисти выделяю выступающие части. И так же, как и на колесах, прохожусь черным цветом. Место посадки фар крашу в серебряный цвет, а задние фонари крашу с обратной стороны в положенные им цвета. В завершении все прозрачные детали покрываю глянцевым лаком. Кузов покрасил из баллона эмалью белого цвета и поверх него нанес 2 слоя глянцевого лака. Фары и поворотники после высыхания краски приклеиваю на свои места также с помощью глянцевого лака. 90% внешнего вида этого автомобиля составляют декали. Здесь их очень большое количество. Вырезаю необходимую из листа, окунаю ее в воду и выжидаю секунд 30. После перевожу на модель. Выравниваю ее сначала пальцами и потом с помощью ватной палочки убираю все пузыри. Ушло часов 5 чистого времени, чтобы полностью обклеить эту модель декалями. Финальный слой рельефа поверхности буду делать из натуральных материалов. Перед этим загрунтовал его с помощью жидко разбавленного клея ПВА. А приклеивать все буду на ПВА, смешанный с гипсовой шпаклевкой. Начинаю с самых крупных камней, раскладываю их около дороги. Дальше посыпаю камни меньшего размера. Потом совсем мелкие, уже на всю поверхность, с помощью кисти делаю небольшую колею по направлению движения и в завершении все посыпаю мелким песком. Уплотнители стекол на автомобиле аккуратно тонкой кистью прокрашиваю черным цветом. Смывкой черного цвета прохожусь по углублениям, выделяя двери. Излишки убираю с помощью ватной палочки. Зеркала крашу маркером в цвет хром. После этого автомобиль полностью готов и можно его собрать. Фигур пилота и штурмана в наборе не было, и отдельно я их тоже не нашел, поэтому пришлось взять механиков и немножко обрезать им ноги. С помощью двухкомпонентной шпаклевки сделал им шлемы. Переклеил ноги в нормальное положение и после загрунтовал белым цветом. На дорогу я посыпал немного дубовой коры, чтобы придать еще рельефа, и первым слоем наношу акриловую краску цвета слоновой кости. Фигуры покрасил очень просто. Для начала прорисовал лица телесным цветом, шлемы покрасил в синий, а для того, чтобы сделать тени, нанес темно-серую проливку. После того, как фигуры готовы, пристегиваю их к сиденьям с помощью ремней, которые сделаны в виде декалей. Возвышенности крашу в земельный цвет для того, чтобы краска лучше наносилась и растекалась по поверхности. Прям в процессе добавляю воды из пульверизатора. Дорогу делаю гораздо светлее и наношу на нее больше разных цветов. Яркие, а также самые светлые на возвышенности. Дальше идет флок, буду использовать много разных цветов и размеров. Первый слой это мелкая сухая трава. Клей ПВА наношу, не покрывая поверхность полностью, а выборочно небольшими островками, и с помощью флокатора высаживаю на поверхность траву. Поверх этого слоя в меньшем объеме наношу еще один слой темно-зеленого флока.
Также немного пучков коричневого цвета высаживаю вручную. В завершении добавляю флока размером 8 мм бежевого цвета. После того, как все 100 слоев флока высажены, начинаю расставлять кусты. Под некоторые делаю отверстия, чтобы они стояли под углом. Чтобы сделать пыль из-под колес, беру вату и синтепон. С помощью синтепона создаю основной объем, а вату растягиваю до почти прозрачного состояния и небольшими кусочками накладываю поверх синтепона. С помощью ножа растягиваю края, чтобы пыль как бы расстилалась по земле, и прижимаю ее пальцем к ней. Точно таким же образом делаю большой столб пыли сзади автомобиля. После того, как пыль сформирована, начинаю ее красить с помощью аэрографа. Первый слой, на всю поверхность его наношу, это цвет легкая грязь. Дальше с помощью более темного оттенка затемняю углубление и более светлым, соответственно, по верхним частям прохожусь. На колеса автомобиля я нанес небольшое количество пигмента, чтобы их запылить, и вот такой у меня получился ландшафт, и вот так выглядит диорама. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, инстаграм, пишите комментарии, всем удачи и пока.